Добрый день, дорогие водолеи! Добро пожаловать на мой YouTube-канал, и я знаю, что вы ждете ваш гороскоп на декабрь этого уходящего года. Ну что, мои дорогие, присаживайтесь поудобнее, будем разбираться вот в такую непогоду. И я бы хотела сказать, что месяц для вас будет полон печали и переживаний, жести и тому подобное, но нет. На самом деле таким месяцем будет у вас январь перед вашим днем рождения, а сейчас всего лишь итоги 2023 года. И я не скажу, что будет все происходить как-то сложно, печально, на каких-то сильных эмоциях. В начале декабря в работе, да, что касается любовной сферы, то в начале декабря разворачивается Нептун, и, естественно, все, что было связано с заграничными поездками, с заграничными проектами, все, что связано с творчеством, все, что связано с музыкой, да, с такой глобальной философией, даже силой духа, оно, естественно, застопорится. Поэтому здесь, мои дорогие, понимаете, что этот момент будет штормить примерно неделю. Это окончание первой недели декабря, с 5 по 8. Настроение будет вот прям как будто все остановилось и замерло, если вы связаны с этими проектами, да, то есть творчество, креатив, все будет такое, подтормаживать на стопе. Нептун развернется и пойдет в правильном положении. Ну что, у нас завершение лунного цикла, и здесь с 12 декабря новый лунный цикл, новолуние. И, конечно же, здрасте, ретроградный Меркурий. Да, ретроградный Меркурий продлится до первой недели января и конец декабря. Да, мои дорогие, календарный год мы будем завершать с ретроградным Меркурием. Плохо это или хорошо? Для кого-то прекрасно, для кого-то не очень. Для водолеев, люди, которые будут вас окружать, явно это их заденет. То есть будет лагать коммуникация, доставки, поставки. Поэтому здесь, пожалуйста, договоритесь и организуйте все заранее. Сделайте эту работу еще, как только вы увидите это видео и просмотрите, до начала ретроградного Меркурия. Да? То есть первая и вторая неделя декабря, то есть первая половина декабря — прекрасное время для того, чтобы сделать все дела и отличненько, я бы так сказала, завершить уходящий 2023, да. Потому что потом придет ретроградный Меркурий, ладно, третья неделя декабря тоже ничего, в принципе, сносно. Но последняя неделя декабря будет сложной, реально сложной в работе, с финансами. Почему с финансами сложно? Потому что вы поймете, скажете, что прибыли как-то так недополучилось, да. Все от того, что 2023 год именно в работе, да, именно в сфере реализации год сложный. Это год, когда многие, особенно все те, кто был связан со сферой IT, с креативом, с дизайном и с творчеством, да, у кого именно международные проекты, этот год, когда вкладывал силы десятикратно, а получилось выхлопа чуть-чуть, да. И осознание этого приходит, естественно, в декабре. От этого еще месяц будет таким немножко мрачноватым, потому что все подводят итоги, а итоги — это вещь такая, это как статистика, да, как говорят, есть 3 вида лжи: ложь, наглая ложь и статистика, да. Так вот, подводя свою статистику, любимую, дорогие водолеи, не делайте на нее большие ставки. Здесь просто понимайте, что хорошие новости, да. В конце декабря у нас разворачивается Юпитер, планета удачи, счастья и продвижения, да, материальных благ. Поэтому что, мои дорогие, в январе все будет лучше явно, чем в декабре, да. И здесь, конечно же, нельзя это не заметить, нельзя это не понять. Поэтому, мои дорогие, терпим.
Да, на самом деле самое сложное это будет финальная неделя декабря. Здесь ретроградный Меркурий соединится с Марсом. Все это добро будет в Стрельце, да, и это будет такое состояние. Это будет состояние так себе. Настроение, когда захочется поругаться, вспылить, накричать, оборвать все связи, контакты и уйти к новогоднему столу, да. Но, пожалуйста, запаситесь терпением. Буквально это всего на несколько дней, 30-31 декабря уже все станет совершенно по-другому. То есть уже как будто придет какое-то некое осознание, как будто уже все мысли в голове встанут туда, куда надо, вы поймете всемудрость и философию этого мира, и вас отпустит. Потому что в январе все станет немножко лучше, чем было в декабре, да, потому что это Новый год с чистого листа. Не для вас, конечно, водолеи, ваш год еще будет завершаться в январе. В январе, конечно, вы будете подводить сильнейшие итоги, мощные итоги, забегаю вперед, да, потому что с 24 января будет разворачиваться ваш главный управитель Уран, и здесь колбаснет вот прям вас, да, здесь к этому моменту хочется, конечно же, сделать все дела, что хотелось, заработать все то, что захотелось, но вот январь славится таким моментом замирания, вот такая энергетика, да, когда вот все идет вот так вот, как не шевелясь особо, да, поэтому здесь подводите мудрые итоги, не делайте ставку, что если не получилось, все, надо это выбросить, вот по-водолейски, не делайте так, не поступайте, да. В январе, конечно, поговорим про разворот Урана, и ваши соляры будем запускать, но в декабре подводим уходящий 2023. В целом месяц для работы неплох. Первая его половина прекрасная первая половина декабря для работы, для завершения всех дел. Сатурн, ваш второй управитель, он идет в директном положении, постоянно в прекрасных аспектах, то с Плутоном, то с Меркурием, да, и здесь работать хорошо, здесь работать, продвигать все то, что было тяжело ранее, одно удовольствие. Несмотря на то, что уходящий лунный цикл, доделывать старые дела тоже. Третья неделя декабря в работе тоже прекрасно. Омрачит только последняя неделя декабря, но здесь, пожалуйста, просто запаситесь терпением. Так бывает. Не бывает так, что весь месяц очень классно бомбит и вкладываются деньги, и подсчитывается прибыль. Не бывает такого. Будьте аккуратны на дорогах. Не травмоопасное время, в связи с тем еще, что все вокруг бегут, ретроградный Меркурий, все торопятся, вот этот оливье, там зеленый горошек, да, купить подарки, торопиться, это все прекрасно. Просто в такие моменты люди теряют бдительность, и они неаккуратны, неосторожны. Поэтому будьте осторожны, особенно на дорогах, будьте осторожны с близкими. Помните, дорогие, любимые водолеи, что близкие – это залог счастья и успеха вашего, да? Близкие, друзья, видите, вот прям море мне тоже говорит, залог успеха. Поберегите их. Последняя неделя декабря будет велик шанс разругаться со всеми в личной жизни, с коллегами, с друзьями. Просто от того, что вот пришла усталость она пришла, захочется вспылить, потому что будете подсчитывать, подводить итоги, да, работы, а она не та, которую вы планировали в начале года, да. И здесь, конечно же, любовная сфера полетит. Не злитесь, не ругайтесь, не надо этого делать. Придет время и будете сожалеть. Этот момент временный. Прокультивируйте в себе, сделайте работу над ошибками. Что вы сделали не так? Почему не получилось? На самом деле очень много внешних факторов, из-за которых не получилось. Это понятно и объективно. И здесь, это жизнь. В ней никто не дает стопроцентную гарантию, да? Никто не хочет оплачивать риски, поэтому мы оплачиваем эти риски каждый сам, да? Поэтому, мои дорогие, любимые
Водолеи, запаситесь терпением. Знаю, что на виражах потряхивает, особенно если вы Водолеи, которые родились 80-й, 81-й, 82-й год. Мне сейчас просто постоянно написывают эти года в комментариях, и просто я реально понимаю, что на очередной петле разворота Урана, да, прям колбасит. Если это Скорпионы, то на развороте Плутона колбасит, да, людей. Поэтому здесь все логично, здесь все понятно. Я прекрасно понимаю, когда вы мне говорите, просто уже надоело, и нет силы, нет терпения, но нет. В уходящем году терпение, да. Ну и, мои дорогие, у нас глобальных таких сильных, мощных кризисов пока до весны 24-го не ожидается, поэтому мы пока в таком состоянии, что мы работаем. Мы работаем и пытаемся жить в условиях вот такого нестабильного мира. Сложно, да. А кто говорил, что будет легко? Мы же с вами прекрасно все понимаем, да, дорогие Водолеи? Что касается финансовой сферы, дорогие Водолеи, то здесь, пожалуйста, сделайте себе НЗ, отложите себе денег. Что касается вкладов, если вы будете вкладывать, во что вложить, то во второй неделе декабря прекрасно бы вложить в недвижимость. Хорошее время, хорошие аспекты для того, чтобы эти деньги остались у вас там на какие-нибудь непредвиденные расходы. Да? Недвижимость, либо это ценные бумаги, либо это же, конечно же, ювелирка. Прекрасные аспекты и у Венеры в том числе, поэтому здесь хорошо будет сделать себе такой НЗ. Не пылите деньгами, в принципе, они вам еще пригодятся. Новогодние подарки – это хорошо, это прекрасно, но за Новым годом следуют еще обычные другие дни, месяца и года. И сейчас для реализации как раз-таки в январе, феврале для работы, для жизни необходимо будет еще чуточку, немножечко больше средств. Поэтому, мои дорогие, отнеситесь ответственно к финансовой стороне вопроса, как говорится, да, для того, чтобы потом не быть разочарованным. В целом, мои дорогие любимые Водолеи, знаю, что 2023 год был для вас сложным. Был для вас годом, который ставит все с ног на голову. Здесь еще, конечно же, Плутон, который все мечется от Козерога к Водолею, да, и движется половина года в одну сторону, потом движется с одного знака в другой, да. Поэтому здесь, конечно же, я понимаю, что половина года абсолютно никакая, другая половина года чуть-чуть полегче. И здесь в условиях нынешней реальности необходимо научиться жить. Совсем скоро, буквально к вашим дням рождения, Плутон снова войдет в знак Водолея, и здесь, конечно же, наступит еще больше волна неопределенности, потому что Плутон, входя в знак Водолея, всегда начинает очень сильно изменять все водолейские процессы. Поэтому, дорогие, если вам кажется, что сейчас год сложный, что сейчас именно этот отрезок года, пока Плутон в Козероге, понимаете, что пока сейчас небольшое затишье еще где-то на месяц-полтора, смотря когда вы посмотрите этот гороскоп, да, когда вы отсмотрите это видео. Но с 24 да, января уже начнут отсвечивать совершенно другие события. Этот момент входа продлится где-то месяц, и в феврале уже мы как раз-таки к весне заиграет совершенно другими красками мир вокруг. И здесь, конечно, если вы научитесь подстраиваться под эту реальность, которая есть сейчас, вам будет легче принять те события, которые будут происходить далее. Поэтому здесь, дорогие Водолеи, не ждите, что что-то устаканится. Да, конечно, на очередной петле разворота Урана лавировать это как вот там, вот, если вам видно на видео вдалеке, да, парусник идет. Вот такую непогоду идет небольшой парусник. Вот и примерно вот вам также реагировать на обстоятельства, да. Но, тем не менее, гребем, мои дорогие. Мир будет изменяться все интенсивнее и быстрее. И в момент, когда как раз-таки Плутон войдет в знак Водолея в конце января,
станет таким. События начнут разворачиваться очень мощно и быстро. Вот так это можно назвать. И здесь, как говорится, кто имеет какой маневр для движения. Так себе, конечно, получилось новогоднее поздравление для водолеев, но водолеи поймут. Я знаю, мои дорогие, что вы поймете, да? Поэтому, дорогие мои водолеи, я желаю вам мудрого завершения 2023 года. Для вас это просто очередной этап. Для вас ни в коем случае это не завершение ваших проектов. Нет, просто завершение календарного года. Естественно, проснувшись 1 января, вы поймете, что так, план был такой, но надо еще больше, надо еще мудрее, нужно амбициознее. И это будет на самом деле та самая тактика. Потому что понимаете, что в январе силы и мощи вам нужно будет много. Отдохните на праздники, зарядитесь. И переставайте отсиживаться, дорогие водолеи. Включайте свою водолейскую мудрость, скорость, силу ума обязательно и дисциплинируйте свой мозг. Включайте свои мозги, потому что они у вас фундаментальные, феноменальные, и не бойтесь их развивать. Хоть сейчас многие говорят, что мозги не нужны, нужна сила и власть, но пройдет чуточку времени. Еще 2024 год Плутон будет туда-сюда метаться, и мы вступим как раз-таки в ту водолейскую веру, в ту эру, да, где будет передел мира, и когда мозги будут цениться очень высоко. Очень дорого будут цениться как раз-таки все мозговые активности, я бы так сказала, все знания, да, и все те технологии, которые мы откладываем в эти 2 года, которые стоят на стопе. А в 2026 году не останется никаких сил для того, чтобы очень быстро пойти в развитие. Как говорится, главное нам всем устоять и мудростью не разрушить этот шарик. Дорогие водолеи, я желаю вам все-таки благоприятных итогов календарного года. Спасибо, мои дорогие, что досмотрели это видео до конца. Вот при такой погоде, как говорится, ваш гороскоп и на самом деле внутреннее эмоциональное состояние у вас такое же. Поэтому ни в коем случае не отодвигайте на дальний план все свои переживания. Все будет как будет. Главное сохранять веру и плыть туда, куда хочется. Желаю вам прекрасных праздников и увидимся с вами в следующем видео.